Ноябрьский снег кружился за окном медленно, почти лениво, как будто не решался опускаться на темный асфальт. Вера стояла у подоконника и смотрела, как редкие фонари размывают белые хлопья в оранжевую дымку. В руках она держала кружку с давно остывшим чаем. Пальцы замерзли, но она даже не замечала. В груди будто лежал тяжелый камень. Не острый, не разрывающий, а тупой, тяжелый, который просто не дает ни вдохнуть, ни выдохнуть до конца. 3 года этот камень рос. Сначала был маленьким, как горошина, когда Олег впервые сорвался на нее без повода. Потом стал размером с кулак, когда она тихо промолчала, списав все на стресс, проблемы и усталость. Теперь же это был целый валун, который давил на каждую мысль. С кухни доносился тихий гул холодильника и редкий звон посуды. Остатки ужина так и остались в раковине. Вера не имела сил ни мыть, ни убирать. Она стояла и смотрела в окно, будто там можно было найти ответ на один единственный вопрос. Когда именно ее жизнь свернула не туда? Резкий голос разорвал тишину. «Ты меня вообще слышишь, или ты опять в своем вакууме?» Вера вздрогнула и обернулась. Олег стоял посреди гостиной, уперев руки в бока. Рубашка расстегнута на верхнюю пуговицу, галстук уже снят и брошен на диван. Лицо усталое, но усталость в нем давно уже смешалась с раздражением, которое стало привычным. «Ты меня, спрашиваю, слышишь, или ты у нас снова страдающая жертва?» «Слышу», — тихо ответила Вера. Ее голос прозвучал так, будто его давно никто не хотел слышать. «Слышишь», — передразнил Олег, — «а делать что-то можешь? Ты видела, что творится в доме? Ты видела себя со стороны? Серая, молчаливая, ходишь как призрак. Мне 38, Вера, я не собираюсь превращать остаток жизни в болотце с вечными вздохами». Она сжала пальцами фарфор кружки так, что костяшки побелели. Раньше в такие моменты она начинала оправдываться. Говорит, что исправится, что просто устала, что все будет иначе. Сегодня внутри было странное ощущение, как будто она стояла на краю и наконец-то увидела, что под ногами не пропасть, а твердая земля. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила она, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Олег усмехнулся и прошелся по комнате, словно примиряясь к словам. «Хочу сказать очень просто. Либо мы разводимся тихо, по-людски, без скандалов, без дележки, без крови, либо...» Он остановился напротив нее. «Я просто прошу тебя собрать вещи и уйти. Квартира оформлена на меня, документы у меня, и я очень не советую тебе качать права». Эти слова повисли в воздухе, как ледяной туман. Когда-то, много лет назад, он смотрел на нее другими глазами. Вера помнила, как он стоял под ее подъездом с букетом ромашек, промокший под апрельским дождем, и говорил, что готов ради нее на все. Она помнила, как он ночами работал над первым проектом, и она приносила ему чай, и верила, что у них все получится. Но этот Олег, стоящий перед ней сейчас, был чужим человеком. В его голосе не было ни капли сомнения. И в этот момент что-то внутри Веры не просто оборвалось, оно перевернулось. Все годы молчания, проглоченных обид, унижений, бессонных ночей вдруг сложились в одну ясную мысль. Или она начинает защищать себя, или перестает существовать как личность. Она поставила кружку на подоконник, руки действительно слегка дрожали, но уже не от страха. «Ты серьезно?» — спросила она. «Просто выгоняешь меня?» «Называй как хочешь», — пожал плечами Олег. «Я устал. Я хочу жить легко. Если хочешь, я оставлю тебе немного денег на первое время. Но квартира моя и бизнес мой». Слово «бизнес» прозвучало особенно. Вера почувствовала, как что-то горячее поднялось к горлу. Перед глазами вспыхнула картинка. Она сидит на стуле в нотариальной конторе, подписывает бумаги о продаже старого домика бабушки в поселке у реки. Дом, в котором прошло ее детство. Тогда Олег стоял рядом, держал ее за руку и шептал, что это временно, что он все вернет, что без этих денег его компания просто рухнет. Она молчала. Долго. Олег решил, что она сломалась. «Ну, — поторопил он, — тебе еще думать надо? Тут думать нечего». Вера медленно опустила руку в карман и достала телефон. Разблокировала экран. «Это что?» — фыркнул он. «Ты маме звонить будешь жаловаться или подружке своей ныть?» Вера пролистала контакты и нашла нужное имя. Сердце забилось чаще, но перед глазами стояла уже не собственная слабость, а тот день, когда она услышала фразу «Если понадобится помощь, не стесняйтесь, звоните». Она нажала на вызов. «Ты с ума сошла?» — Олег шагнул к ней. «Ты кому трезвонишь?» Гудки тянулись, как резина. Каждый казался отдельным шагом куда-то, откуда уже не вернешься назад.
«Алло?» — раздался в трубке низкий, уверенный мужской голос. Олег побледнел. Вера видела, как меняется его лицо, будто он только что увидел привидение. Он узнал этот голос сразу. «Здравствуйте, Константин Викторович», — спокойно сказала Вера, не сводя взгляда с мужа. «Это Вера Лебедева. Надеюсь, вы помните меня». На другом конце провода послышался легкий смешок. «Вера, конечно, помню. Корпоратив 3 года назад. Вы тогда очень помогли с отчетностью. Чем обязан?» Олег сел на край дивана, словно у него подломились ноги. Он судорожно провел рукой по лицу. «Мне нужна консультация», — продолжала Вера. «Юридическая и, возможно, профессиональная». Она сделала паузу, чувствуя, как слова сами выстраиваются в цепочку, которую уже не раз прокручивала в голове бессонными ночами. 3 года назад, когда ваша компания была на грани банкротства, я продала дом, доставшийся мне по наследству, и вложила все деньги в спасение бизнеса моего мужа. У меня есть все документы и подтверждение переводов. Сейчас он требует, чтобы я ушла из квартиры, оформленной на него, и предлагает тихий развод, без раздела имущества. Я хотела бы понять, на что имею право. В комнате повисла гробовая тишина. Даже холодильник в кухне будто замолчал. На линии раздался тяжелый выдох. «Вера, во-первых, вы абсолютно правильно сделали, что позвонили». Голос Константина Викторовича стал жестче. «Во-вторых, если ваши средства были вложены в бизнес, вы имеете право не только на часть совместно нажитого имущества, но и на долю в этом самом бизнесе. Я не знал, что вы вкладывали личные средства. Ваш муж об этом не упоминал». «Он много о чем не упоминал», — тихо сказала Вера, не отводя взгляды от Олега. «Спасибо вам. Я бы хотела завтра подъехать к вам в офис, если это возможно. Завтра утром в 10 я буду ждать. И, Вера...» Он сделал паузу. «Не волнуйтесь, вы не останетесь без защиты». «Благодарю», — ответила она и отключила звонок. Она положила телефон на стол. Олег смотрел на нее так, словно видел впервые. «Ты как посмела!» — прохрипел он. Вера медленно повернула голову. «Посмела?» — она даже улыбнулась. «Посмела продать дом моей бабушки, чтобы спасти твой бизнес, помнишь? Ты тогда стоял на коленях и клялся, что никогда этого не забудешь. Посмела 3 года терпеть твои вспышки, твое хамство, «ты же ничего не добилась без меня». Посмела молчать, когда ты приходил в 3 ночи, пахнущий чужими духами. И да, Олег, посмела наконец-то позвонить человеку, который умеет ценить ответственность и честность». «Ты не сделаешь этого!» — он резко поднялся. «Ты не пойдешь к нему! Ты не имеешь права!» Вера подняла телефон и нажала кнопку. В комнате прозвучал их свежий разговор. Его слова «выгоню», «квартира моя», «советую не качать права». На записи отчетливо слышался его тон, полный давления и угроз. Она выключила запись. «Это называется психологическое давление и шантаж», — спокойно сказала она. «Думаю, юристу это будет интересно». Олег шагнул к ней, но остановился на полпути. Вера не отступила. В его глазах впервые за долгое время мелькнуло не раздражение, а страх. «Зачем ты все это время молчала?» — спросил он глухо. Вера посмотрела на него, будто через стекло. «Потому что надеялась», — ответила она, — «что ты вспомнишь, кем был, что оценишь, что я для тебя сделала, хотя бы скажешь «спасибо», а ты сказал «убирайся». Она взяла стоящую у двери сумку и только сейчас поняла, что уже несколько дней как раскладывала туда документы, вещи первой необходимости, теплый свитер. Где-то на уровне интуиции она готовилась к этому разговору, даже если сознанием его отталкивала. Олег открыл рот, будто хотел что-то сказать, но слова застряли. Вера обернулась к нему в последний раз. «Это не я разрушила наш брак, Олег. Я просто перестала закрывать глаза». Она вышла в коридор и захлопнула за собой дверь. И в тот момент, когда замок щелкнул, она впервые за долгие годы почувствовала не страх, а странную легкость. Лестничная клетка пахла холодом, старой штукатуркой и чем-то металлическим. Вера спускалась медленно, ступенька за ступенькой, прислушиваясь к себе. Казалось, сердце должно колотиться, ноги дрожать, в голове крутиться панические мысли. Что я наделала? Куда я пойду? Но вместо этого было странное спокойствие.
На улице снег уже шел плотнее. Огни машин размазывались в белой пелене. Вера накинула шарф, поправила ремень сумки и достала телефон. «Алло?» Тут же раздался в трубке сонный голос. «Лика, это я». «Верка?» В голосе сестры сразу появилась тревога. «Ты чего так поздно звонишь? Все нормально?» Вера вдруг почувствовала, как в горле поднимается ком. Она глубоко вздохнула. «Я ушла от Олега», — сказала она. «Окончательно». На другом конце наступила тишина. Потом раздалось быстрое «Слава Богу». Вера даже растерялась. «Ты не удивлена?» «Удивлена, что ты решилась наконец». Сестра говорила уже бодро и твердо. «Я ждала этого 3 года. Ты приедешь ко мне?» «Можно? На несколько дней, пока я все улажу». «Можно!» Лика фыркнула. «Ты издеваешься? У меня 2 комнаты, диван свободен, и я уже ставлю чайник. Просто приезжай. И не вздумай передумать». Вера отключила звонок с улыбкой. Лика всегда в нее верила, даже когда она сама в себя перестала. Они часто ругались, спорили, но сестра никогда не позволяла говорить про Олега так, как говорила сама Вера, оправдывая, сглаживая, уговаривая. Она поймала такси, и пока машина ехала через заснеженные улицы, смотрела в окно и вспоминала. Она вспомнила их знакомство. Университетская вечеринка, музыка, шум, а он тогда подошел, протянул руку и сказал: «Вы так интересно смотрите на людей, будто еще и анализируете. Экономист». Она засмеялась и кивнула, а он представился. Олег Князев, будущий владелец собственной фирмы. Она тогда подумала, что это шутка, но его уверенность очаровала. Она вспомнила, как они обустраивали свою первую однушку. Старый диван с распродажи, кухонный стол от его родителей, занавески, которые она сама подшивала ночами. Как они мечтали, что когда-нибудь переедут в большую светлую квартиру. И действительно переехали. Правда, вместе с квадратными метрами выросли и его требования. Особенно ярко в памяти всплыл тот летний день 3 года назад. Жара, запах пыли и цветов. Они сидели на кухне в доме ее бабушки. Стены, пропахшие яблоками и мятой, дрожали от далекого гула электрички. «Вера, Олег тогда не мог смотреть ей в глаза. «Компании нужны деньги. Срочно. Иначе все». «Сколько?» — спросила она, чувствуя, как внутри все сжимается. Он назвал сумму, которая почти полностью совпадала с тем, что они могли выручить за дом. «Я не прошу», — быстро добавил он. «Я умоляю. Я все верну. Мы купим дом лучше. Мы будем ездить туда с детьми. Просто, если я сейчас не вольну эти деньги, все рухнет. Все, к чему я шел». Она смотрела в окно, за которым ветер шевелил ветви старой яблони. Этот дом был ее единственным связующим с детством, с бабушкой, с теми летними каникулами, когда она бегала беском по траве. Но тогда ей казалось, ну как можно сравнивать дом с их будущим? Разве не в этом смысл брака — поддерживать друг друга? Она подписала бумаги. В тот день Олег почти плакал от благодарности, целовал ей руки и говорил, что никогда этого не забудет. Такси остановилось у скромного дома, где жила Лика. Сестра уже стояла у подъезда, в расстегнутой куртке с шарфом в руках. «Быстро выходи, простудишься». Вера выбралась из машины и улыбнулась. Лика обняла ее так крепко, что на секунду у Веры перехватило дыхание. «Ну все», — сказала сестра. «Добро пожаловать в временный санаторий имени «Я больше не буду терпеть ерунду». Вера засмеялась, хоть смех и вышел чуть хриплым. В квартире у Лики было тесно, но уютно. Желтый торшер, несколько растений в горшках, плед с крупной вязкой, запах свежезаваренного чая. «Садись». Лика поставила перед ней кружку. «Рассказывай все по порядку». Вера рассказала про ультиматум, про звонок Константину Викторовичу, про запись разговора, про то, как в самом конце Олег впервые за долгое время не кричал, а спросил: «Почему ты молчала?» Лика слушала, не перебивая, лишь иногда сжимая кулаки. «Знаешь, что самое обидное?» Вера провела пальцем по краю кружки. «Я столько раз могла уйти, но каждый раз останавливалась, потому что помнила, каким он был раньше,
и верила, что тот человек еще где-то там, внутри. «А он знает», — тихо сказала Лика. «Что?» «Что ты без него не пропадешь». Сестра посмотрела прямо ей в глаза. Вот чего он боится. Не одиночества, не скандала, а того, что ты, Вера, без него окажешься сильнее и счастливее, чем с ним. Эти слова неожиданно больно кольнули. Вера задумалась. «Завтра ты пойдешь к этому Константину Викторовичу?» — спросила Лика. «Пойду. Он сказал в 10. «Отлично». Лика хлопнула ладонями по коленям. «Тогда сейчас ты идешь в душ, смываешь с себя весь этот 3-летний кошмар, надеваешь мою любимую серую водолазку, которая делает из любой женщины богиню, и ложишься спать. Завтра начнется новая глава». Вера вдруг почувствовала, как к глазам подступают слезы. Не от обиды и не от страха, а от благодарности. Она встала и крепко обняла сестру. Ночь прошла беспокойно. Вера ворочалась, ей снились какие-то обрывки, как будто она снова и снова стоит у окна, а за стеклом падает снег. И каждый хлопье — это несказанное «нет», которое она должна была произнести раньше. Утром она проснулась раньше будильника. Тихо встала, прошла в ванную комнату, холодная вода привела мысли в порядок. Она посмотрела на свое отражение. Немного уставшее лицо, синеватые круги под глазами. Но во взгляде было что-то новое, внимательность к самой себе. Она надела серую водолазку Лики, темные брюки, аккуратно собрала волосы. Сделала легкий макияж. Не для кого-то, а чтобы самой себе показать «я есть, я важна». В офисе Константина Викторовича был стеклянный фасад, большой холл и запах кофе. Секретарь провела ее в переговорную. Вера села за стол, аккуратно разложила документы, договор купли-продажи дома, квитанция о переводе средств на счет компании мужа, распечатки переписок. Внутри все дрожало, но руки были удивительно спокойны. Дверь открылась, и вошел Константин Викторович. Высокий, немного седой мужчина лет 50 с внимательным взглядом. «Вера, рад вас видеть». Он улыбнулся, но в голосе читалась серьезность. «Проходите, чувствуйте себя спокойно. Здесь вы в безопасности». Эта фраза неожиданно сильно на нее подействовала. «В безопасности». Как давно она не чувствовала этого. «Я просмотрел ваши документы и должен сказать, что ваш муж сильно ошибается, думая, что может вот так просто выставить вас за дверь. У вас есть все основания претендовать на часть квартиры, на компенсацию за вложенные деньги и, возможно, на долю в бизнесе». Вера слушала и чувствовала, как вместо привычного «я ничего не могу» внутри постепенно формируется другая мысль. «Я имею право». «Я уже связался с одним из лучших семейных адвокатов. Ее зовут Наталья Андреевна. Она жесткая, но справедливая. Если вы не возражаете, я бы хотел, чтобы она вела ваше дело». «Я не возражаю», — Вера кивнула. «Я просто не думала, что кто-то вообще будет на моей стороне». «Вера», — Константин Викторович посмотрел на нее пристально, — «вы не просто жена. Вы человек, который в критический момент спас компанию. Если бы не ваши деньги 3 года назад, я, может быть, сейчас не сидел бы в этом кабинете. А ваш муж больше всего боится, что об этом узнают люди, от которых зависит его будущее». Вера молчала. Слова про «боится» вдруг задели ту же струну, о которой говорила Лика. «Кстати», — он чуть наклонился вперед, — «я должен сказать вам еще кое-что». Она напряглась. «У нас в отделе финансов сейчас серьезные перемены. И открылась вакансия главного бухгалтера. Я помню ваши отчеты, ваши замечания по цифрам тогда на корпоративе. Вы были единственная, кто увидел несостыковки в презентации вашего мужа». Вера вспыхнула. «Я не хотела никого подставлять, просто цифры не сходились». «И вы были правы», — он улыбнулся. «Если честно, мне давно хотелось предложить вам сотрудничество, но я видел, как ваш муж на вас смотрит, когда вы проявляете инициативу. Не хотел вмешиваться. Сейчас ситуация другая. Вам все равно придется работать, ведь вы не из тех, кто будет бесконечно жить за чужой счет». Вера улыбнулась впервые за весь день по-настоящему. «Я хочу работать», — сказала она твердо. «Я хочу снова чувствовать, что я что-то умею».
Тогда давайте начнем с малого. Сегодня вы обсудите с Натальей Андреевной ваши дальнейшие шаги, а параллельно мы назначим дату собеседования по вакансии. Не пугайтесь слова «собеседование». По сути, нам надо просто обсудить формат вашего участия. Он сделал паузу и добавил. И еще. Я уже вызвал к себе на разговор Олега. Ему придется объяснить, почему он не сообщил акционерам, что часть средств вносилась из личного имущества супруги. У Веры немного закружилась голова. «Он уже знает, что вы...» Она не закончила фразу. «Он узнает», — спокойно ответил Константин Викторович. «И это будет интересный разговор». В этот момент дверь приоткрылась, и заглянула невысокая женщина с короткой стрижкой. «Можно я как раз к вам, Константин Викторович?» «Проходите, Наталья Андреевна. Знакомьтесь, Вера». Наталья Андреевна пожала Вере руку крепко, по-деловому, но в ее взгляде было нечто человеческое, сочувствие, не переходящее в жалость. «Ну что ж, Вера, давайте разберем вашего героя по пунктам». Вера вдохнула. Она знала. Теперь назад дороги нет. И впервые это ее не пугало. Следующие недели были насыщены так, как Вера не жила последние годы. Вместо бесконечных попыток угодить Олегу, угадывая его настроение, ее дни теперь были расписаны. Встречи с адвокатом, сбор документов, консультации, первые рабочие задачи от финансовой службы компании Константина Викторовича. Наталья Андреевна оказалась человеком прямым и безжалостным к несправедливости. «Смотрите», — она водила ручкой по документам, — «вот деньги от продажи дома, вот переводы на счет фирмы, вот бухгалтерские отчеты, где они проходят как прочие поступления. Где подпись вашего мужа? Он не просто знал, он непосредственно распоряжался этими средствами». «Он тогда говорил, что мы семья», — горько улыбнулась Вера, — «что это все общее». «Многие любят слово «общее», — сухо заметила адвокат, — «до тех пор, пока речь не заходит о разделении. Ну ничего, закон на вашей стороне. Главное, вы не уничтожили документы». «Я хотела», — призналась Вера, — «несколько раз. Просто взять и все порвать. Тогда, когда он в очередной раз кидал в меня словами, как камнями. Но каждый раз рука не поднималась». Наталья взглянула на нее внимательно. «Вы тогда сами себя спасали», — сказала она, — «даже если не осознавали». Вера много думала об этом по вечерам, сидя на кухне у Лики с кружкой чая. Лика шутила, подбрасывала ей идеи, как можно будет обставить первую в жизни квартиру, которую Вера купит уже на свое имя. Вера сначала махала рукой, но потом ловила себя на том, что тоже начинает представлять светлые стены, большое окно, полка с книгами, уютный плед. Олег пытался звонить. Первое время настойчиво, по нескольку раз в день. Телефон вибрировал, высвечивая его имя, и каждый раз сердце Веры дергалось. Она брала трубку только однажды. «Что ты вытворяешь, Вера? Ты решила разрушить мне жизнь?» «Я просто защищаю свою», — ответила она. «Ты подставляешь меня перед директором, перед партнерами. Ты понимаешь, что ты делаешь?» «Олег», — она говорила спокойно, хотя внутри все дрожало. «Я был зол», — начал он. «Я наговорил лишнего. Но ты ведь знаешь, как я нервничаю из-за работы. Мы могли все решить миром». «Миром — это когда есть уважение», — перебила Вера. «Миром — это когда ты не ставишь ультиматум или так, или катись. Ты выбрал, Олег. Я просто приняла твой выбор». «И ты готова тащить все это в суд? Думай о том, как на это посмотрят люди». «Я думала о том, как на все это смотрит Бог», — неожиданно для самой себя сказала она. 3 года думала. Теперь буду думать о том, как на это смотрю я сама». Она отключила телефон. После этого она перестала отвечать. Наталья строго сказала: «Все общение только через адвокатов. Ни сообщений, ни звонков. Он будет давить. Ваша задача — не позволять». Тем временем в компанию, где работал Олег, тоже пришли перемены. Вера не знала всех деталей, но доходили слухи. Внутренний аудит, пересмотр отчетов, недовольство акционеров. Она избегала обсуждений, ей было достаточно того, что Константин Викторович однажды сказал ей: «Ваш муж слишком долго думал, что цифры — это его вотчина, куда никто не заглянет. Но любая система рано или поздно требует честности». Параллельно Вера проходила собеседование. Формальное, как говорил директор, но она все равно волновалась.
В кабинете сидели еще двое – руководитель финансового отдела и внутренний аудитор. «Вы работали главным бухгалтером до замужества?» – уточнил аудитор, листая ее резюме. «Да», – кивнула Вера, – «в торговой компании. Потом, когда Олег открыл свой бизнес, я помогала ему по отчетности, неофициально». «И как давно вы перестали этим заниматься?» 5 лет назад», — призналась она, — «по его просьбе. Он хотел, чтобы я занималась домом». В кабинете повисла пауза. «Иногда самые ценные кадры сидят дома», — заметил директор. «Хорошо, Вера. Вы понимаете, что если вы придете к нам, то будете не женой Олега Князева, а самостоятельным специалистом». «Именно этого я и хочу», — сказала она, удивляясь, как спокойно звучит ее голос. Через неделю ей пришло письмо на электронную почту. «Мы рады предложить вам должность главного бухгалтера». Вера перечитывала эту строчку несколько раз. Это было не просто предложение работы. Это было признание: «Ты чего-то стоишь сама по себе». Настал день суда. Легкий мороз щипал щеки. Вера шла к зданию, держа в руках аккуратную папку. Рядом шла Наталья, уверенная, спокойная. Лика ждала у входа, обняла сестру и шепнула: «Ты уже победила, просто тем, что дошла до сюда». Внутри пахло краской и бумагой. Люди сидели на скамейках, кто-то говорил по телефону, кто-то смотрел в пол. Вера чувствовала, как у нее холодеют ладони. Но внутри все равно было то же самое тихое, твердое чувство. «Я имею право». Олег вошел в зал, глядя по сторонам. На нем был дорогой костюм, но лицо усталое, под глазами тень синяков. Он бросил на Веру быстрый взгляд, там было все. Злость, обида, растерянность. Судья заслушивала стороны, задавала вопросы. Вера отвечала четко, не уводя взгляд. Наталья спокойно выкладывала бумаги, договор, переводы, выписки. Олег пытался говорить о семейной поддержке, о поиске компромисса. Но когда судья попросила включить запись их разговора, где звучала его фраза «выгоню», «квартира моя», «советую не качать права», он опустил глаза. После заседания объявили перерыв. Вера вышла в коридор, прислонилась к стене и закрыла глаза. Лика подошла, протянула бутылку воды. «Ты держишься потрясающе», — сказала она. «Я бы уже давно наорала на него». «Я не хочу на него кричать», — устало ответила Вера. «Я просто хочу поставить точку». Решение суда оглашали через неделю. Все это время Вера жила как будто на два мира. В одном она ездила в офис, вникала в финансовые отчеты, знакомилась с коллегами, училась снова разговаривать с людьми не из позиции «извините, что существую», а как профессионал. Во втором вспоминала каждый эпизод, каждую фразу, чтобы не сорваться и не позвонить Олегу. В день оглашения решение прозвучало почти сухо. Признать за В. Лебединой право на долю в совместно нажитом имуществе. Взыскать денежную компенсацию, учесть вклады из личных средств супруги в развитие бизнеса. Слова судебного секретаря сливались в один поток. Вера услышала главное. Ее не лишили всего. Ее не вышвырнули из жизни с пустыми руками. Закон признал то, что она столько лет сама в себе пыталась обесценить. После заседания Олег догнал ее у выхода. «Вера, подожди». Она остановилась. Не потому, что хотела его слушать, а потому, что хотела поставить в истории жирную точку. «Тебе спокойно? Ты довольна?» «Я спокойна, потому что больше не позволяю с собой обращаться как с вещью. Ты могла просто поговорить со мной». Он говорил уже не так уверенно, как раньше. «Без всех этих судов, директоров, адвокатов». «Я пыталась», — она посмотрела ему прямо в глаза. 3 года. А ты услышал меня только тогда, когда я набрала номер человека, которого ты уважаешь больше, чем меня». Он опустил взгляд. Я... Он запнулся. «Я не думал, что ты на такое способна». «Я тоже», — призналась Вера. «Но знаешь, Олег, иногда человек сам себя удивляет, когда понимает, что жить в страхе больше не может». Она развернулась и пошла к выходу. За дверью ее встретил зимний свет,
и прохладный воздух. Лика махала ей рукой, Наталья спокойным кивком попрощалась, сказав: «Дальше вы справитесь сами». Прошло несколько месяцев. Вера сидела у окна маленькой, но своей собственной квартиры. На подоконнике стояла кружка с кофе, а рядом горшок с фикусом, который подарила Лика для роста и процветания. На столе лежали аккуратно разложенные отчеты. В телефоне приходили рабочие уведомления, но теперь они не вызывали паники, только рабочий азарт. Иногда вечерами она заходила в ту самую кофейню, мимо которой раньше проходила годами, не решаясь зайти из-за Олиных фраз. Пустая трата денег. Теперь она сидела там у окна, смотрела на людей и думала о том, как сильно может измениться жизнь, если один раз не промолчать. Олег иногда писал, коротко, без уважения, но и без прежней бравады. Что-то о вещах, о каких-то формальностях. Она отвечала только через адвоката. Внутри не было ни ненависти, ни желания отомстить, было спокойное понимание. Их история закончилась. Однажды вечером Лика не выдержала и спросила: «Ты не жалеешь?» Вера посмотрела в окно, где медленно падал мартовский снег. Последние хлопья уходящей зимы. «Жалею», — сказала она. «О том, что так долго терпела. О том, что забыла, кто я. Но о том, что ушла, ни секунды». Она взяла телефон, открыла заметки и стала писать план. Выучить новый софт для финансового анализа, съездить на море одной, записаться на курсы испанского, купить себе то самое яркое платье, которое нравилось ей, но которое Олег называл «слишком». Список рос, а вместе с ним росло чувство, что жизнь не закончилась, а только перешла на другую страницу. Вера не знала, встретит ли она еще когда-нибудь человека, с которым захочет делить дни, но теперь она точно знала, что даже если и встретит, то никогда больше не позволит превратить себя в тень. И если бы она могла обратиться к тем, кто слушал бы ее историю, она бы сказала: «Если вы сейчас живете так, как жила я, в страхе, в постоянном терпеть, в ощущении, что ваше «я» никому не нужно, знайте, один честный «хватит» может стать началом другой жизни. Не обязательно делать громкие жесты. Иногда достаточно просто перестать молчать там, где вы больше не можете согласиться. Друзья, если эта история откликнулась вам, пожалуйста, поделитесь ей с теми, кому сейчас не хватает сил сказать свое «хватит». Так вы очень поддержите канал и поможете появиться новым историям.